Привет, 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 песеры, с вами Морж. Уже завтра мы ждем выход 22 части eFootball Mobile. Собственно, сегодня у нас обновилась она в Play Market, и огромное количество вопросов просто понеслось. Одно, второе, третье, пятое, десятое. Я не могу всем отвечать, что называется, отписываться. Личку просто разрывают, хотя у меня там написано личка в Телеграме для рекламодателей, но почему-то люди считают такие: так, это написано не для меня, ну может для кого-то написал, не для меня, поэтому я буду писать ему туда. В общем, ладно, это такое себе, поэтому я решил записать это видео. Это комментарии, которые последние были на моем канале. В принципе, тут много вопросов будет задано, и на эти вопросы я постараюсь вам ответить в таком вот онлайн-формат режиме, непонятно каком, виде подкаста. Так, начнем. Ступет. Я катаю на айфоне, мне нормально, 60 FPS на стабильных максималках. Ну, конечно, на айфоне все хорошо идет. Леонид Ерохин, привет. И тебе привет, Леонид Ерохин. Так, мой телефон не поддерживается до того, пока обнова не вышла. Я был уверен... Так, можно я сейчас на нормальном украинском это прочитаю, потому что, Евгений, не обижайся, но это жопа. Так, мій телефон не підтримує. До того, як обнова не вийшла, я був впевнений, що він буде підтримувати, но, уви, я розстроєн. Я у печалі, найтупіший перший день літа. Мій телефон Xiaomi Redmi 6A. Ну, к сожалению, но пока что так, ребят, оттормозитесь с теми, кто думает, что не поддерживается. Подождите, завтра выйдет игра. Во-первых, завтра она еще что-то там может поменяться по настройкам. Во-вторых, все системные требования, Konami нам раз 50, наверное, присылала письмо, где рассказывала про минимальные системные требования. Стоило его прочитать в игре, я рассказывал, я делал репосты. Стоило просто быть в курсе и понимать, будет твой телефон поддерживаться или нет. И третье, всегда можно скачать со сторонних сервисов. Давайте игра выйдет, ну просто не бегите поперед батька в пекло, как у нас говорят. Подождите. Завтра игра выйдет, будем разбираться. Если что, я выложу видео, как скачать, откуда взять, где файлы, куда поставить и как постараться запустить. Я думаю, с этим разобрались. О, как раз моя мобила потянет, недавно взял себе 13-й iPhone. Марк Овка, ну мне кажется, просто Марк Овка решил повыдрючиваться, что он взял себе 13-й iPhone. Не, на самом деле, поздравляю, всегда радуюсь, когда у людей все хорошо. Когда закончится техработа, Альфа у нас интересуется, делает Морж ролики, не делает Морж ролики, рассказывает, когда выйдет обнова, не рассказывает, когда выйдет обнова, по херу. Вообще, завтра закончится, ну должно закончиться, если, конечно же, не продлят. Так, привет, Морж, что делать, если PES пропал с Play Market, а устройство не поддерживает эту версию? Что делать? Лафамен, ну, логичный вариант купить новое устройство. Понимаешь, тут как бы ты сам отвечаешь на свой вопрос. Устройство не поддерживается, что делать? Сменить устройство. Но, опять же, возвращаемся к тому, что я сказал до этого. Подождите, просто не паникуйте. Будем разбираться. Я уверен, что... мы найдем способы, как запускать и на тех устройствах, которые не поддерживаются, и в тех странах, что не поддерживаются. Так, Морж, вышла обнова в PS Mobile, в Play Market. Ну, да, я в курсе. Вот, Вова Колобов не подписан на мой телеграм, а Матвей Фармуга, надеюсь, правильно прочитал, подписан на мой телеграм. Матвей, лайк за это. Вот такой вот моржовский лайк. У меня не потянуло Blue Panda, опять же, уже ответил, ждем. Подождите, не паникуйте. Махмедов Али, у кого такая же проблема, приложение не поддерживается в вашем устройстве, значит, я могу играть в PUBG, но не PES, или это временно. Магомедов Али, опять же, ответ дал. Так, Никита ему отвечает, возможно, Konami попытаются оптимизировать игру. Да, вот такой вариант тоже может быть, вполне себе. Никита Грищенко ловит лайк. Так, до 5 утра по МСК будет техобслуживание. Я, по-моему, не раз... Да, Никита Грищенко тут отвечает до 11 по МСК. Ребят, я не раз, не два и не три говорил. И, в принципе, Konami это говорила. Обслуживание до 2 числа, но времени нет. Поэтому я понимаю, что у нас обычно обновление до 11 по МСК, я уверен, Никита именно на это опирался, когда отвечал. Вот, тем не менее, оно может быть и в 15, и в 18, и в 22. Следим за новостями, все посты, когда будет что-то меняться, я, естественно, буду делать в Телеграме, ссылку на него я оставлю в закрепленном комментарии. Но пока времени мы не знаем. При этом Konami нам еще тогда написала, что техобслуживание может быть продлено. И на непонятный период. Я вам напоминаю, что когда мы переходили с 19 на 20 часть, техобслуживание должно было идти 2 дня, а шло 2 недели. Поэтому будьте готовы. Вот на всякий случай будьте готовы.
Судья опять, похоже, на послали. Да, судьи на поле не видно, поэтому тут я с тобой абсолютно согласен. Максим, удивительно, но я трейлером доволен. Могло быть и хуже. И то не поменяли графику, это может к лучшему. Вряд ли кто-то ждал графику как на ПК. Максим, на самом деле ждали графику как на ПК. Я раз, наверное, за все это время 50 точно отвечал, что, чуваки, как вы можете сравнивать мощность телефона и консоли? Да, один человек нашелся с логичным аргументом, говорит, вообще-то у меня iPhone, он стоит 100 тысяч, типа PS5 тоже стоит 100 тысяч, поэтому они равные по мощности. И я ему тогда задал логичный вопрос, который просто сломал ему мир, походу. Говорю, а почему PS5 тогда по размеру не такая, как iPhone, а? Ее специально большой сделали, чтобы у вас место занимало, чтобы пылюку собирало. Вот, на это он уже не нашел, что ответить. Ребят, телефоны еще не дошли до мощностей консоли. Естественно, такую графику ожидать не стоит. Вот. По поводу довольства трейлером, практически все то же самое. Опять же, повторюсь, для меня главное наполнение игры, чтобы в нее было интересно играть. Так, мистер Марлеон, я ждал более немыльные формы. Тут такое. А где обещанная карьера? Тенгиз Гаджиев, скажи, пожалуйста, вот где ты услышал про карьеру? Если ты услышал это в моих роликах, то я там всегда добавлял, что она выйдет гораздо позже, и она будет платная. В Телеграме посты делал, но, судя по всему, Тенгиз Гаджиев не хочет читать мой Телеграм, у него там какой-то свой мирок, свой мани-мирок. Так, я зашел в Play Market, и мне пишет, что игра не поддерживается на моем устройстве. Это мы уже все проходили, я уже на это, в принципе, ответил. А режимов по типу «Стань легендой», я так понял, ожидать не стоит. Джеймс, про эти режимы вообще ни одного слова нет, поэтому да, я бы не ожидал. Если будет, конечно, какая-то информация, я буду делиться. Так, у меня PES вообще перестал поддерживаться. Опять же, отвечали мы уже на это. Привет, у меня Redmi 9A 32/2. eFootball больше не поддерживается. Логично. Если бы ты читал системные требования, там написано 3 гигабайта оперативной памяти минимум. Ты сейчас сообщаешь, что у тебя 2. 2 это меньше, чем 3. Идем дальше. Я уже обновил Неймар. Вот, Неймар обновил, Неймар уже скоро будет играть. Так, Морж, eFootball уже в игре. Дель Пьеро... я не знаю, как на это отвечать. Хорошо. Вот, eFootball уже в игре, хорошо. Так, Уфа. Можешь, привет, сейчас игра удалить или завтра и установить, как думаешь, пиши, пожалуйста. Так, сейчас я просто в предложение это у себя в голове замиксую. Так, игру сейчас удалить или завтра и установить, как думаешь? А зачем удалять или устанавливать, если можно просто обновить? Да, вот Никита Грищенко отвечает, все правильно. Зачем удалять? Так, невозможно же так обновить, я как всегда удаляю, устанавливаю экономия ID, перенос данных. Так, Руфа, ты можешь зайти в Play Market, и там игра обновляется. Я не знаю, зачем ты постоянно сносишь игру и качаешь ее заново, можно просто обновлять. Морж, судья будет. Это вопрос, это утверждение. Я на поле пока что в том геймплее, который показывали нам Konami, судью не увидел. Спектра, да, Даркус, возможно, увидел, возможно, у него есть какие-то инсайды. Рандес, завтра начнем, будем тестить ошеломительные пасы. Да, завтра, дай бог, чтобы она ошеломительно запустилась, вот, Никита Грищенко прав, тут ошеломительные нервы. Во сколько сервера включат завтра? Опять же, Никита отвечает в 11 по МСК. Никит, спасибо тебе большое, что ты отвечаешь на комментарии. Я действительно не совсем справляюсь, вот, но пока что по 11 утра по московскому и киевскому времени я такой информации лично не видел. Я обновил наконец-то, мы этого ждали, хорошо. В Узбекистане уже вышло, я скачиваю. Поздравляю, Узбекистан, у меня тоже уже вышло, я тоже уже все скачал. Так, ура. Почему у меня нет eFootball в Play Market? Сазан, опять же, возвращаемся к тому, что... Первое. Возможно, твое устройство не поддерживает. Второе. Возможно, ты живешь в стране, где игра реализована не будет. Третье. Возможно, просто до тебя еще не дошло обновление, оно тоже может появиться позже. Вот как-то поэтому. Вообще, в принципе, вот эти вот вопросы. Может, почему у меня нет? Вот честно, такое ощущение, что люди такие, так, может-то точно знают, он же следит за моей жизнью, вот, он знает, какой у меня телефон, он знает, какие у него параметры, он знает, в какой стране я живу, он знает, какие у меня программы установлены, которые могут что-то блокировать, поэтому самый нормальный вариант задавать вопрос, и у меня по-любому есть ответ. Ребят, я не знаю, даже когда вы задаете вопрос там с какими-то техническими проблемами связаны, пишите хотя бы свою модель устройства, свою страну, возможно, в этом проблема, у меня будет хотя бы какая-то информация, чтобы дать вам ответ. Представьте, что вы врач, к вам приходит пациент и такой, я болею, у меня болит.
И все, он вам не говорит ничего больше. А ты сидишь как врач, и ты вообще ни хрена не врубаешь. Может, у него нога болит, может, у него рак жопы, может, у него горло болит. Ты не знаешь, у тебя этой информации нет. И ты каким-то образом должен дать ему ответ и поставить диагноз. Понимаете, это так не работает. Чтобы как-то отвечать мне на ваши вопросы, мне нужна информация. И я, надеюсь, что вы это поймете. Если хотите, конечно, получать ответы на свои вопросы. Так, где арбитр, боковые, кто-то видел их? Нету, я тоже их не видел, это... Так, подписчик Линча, спасибо тебе, подписчик Линча, мне очень приятно. Ладно, Самурай, спасибо за видео, ждем гайда от тебя, стик стал прозрачным, интересно, можно ли будет сделать так, чтобы его увидеть, это будет супер неудобно. Да, конечно, у нас и в 21 части можно было регулировать, как отображается стик, поэтому тут все норм. Unreal PS, технические работы закончатся в 11, опять же... я бы не обещал, вот я не могу сказать, что они закончатся в 11. Если игры нет в Play Market, то, скорее всего, игра не поддерживается устройством. Извините, тут у нас есть белорусы, которые в Play Market нет, а они вообще играют. И чтобы не разбить телефон от ошеломительного геймплея, купите геймпад. Тут, наверное, да, это хороший совет. Что делать, если не заходит? Не заходить. Ебланыч, понятно. Да, вопрос в тему. Вопрос от Ебланыча, отвечает Друзь. Пока что ждать окончания технических работ. Там, когда даже заходишь, там пишут технические работы, пока игра недоступна. Ждать их окончания. Судья на поле, надпись фамилии на спине, ни хера нет. Кстати, после обновления у меня приложение куда-то пропало. Захожу в Play Market, там стоит открыть, но где же она? Да, судьи нет, надписи нет, и, возможно, у тебя PS не поддерживается, но, опять же, не стоит паниковать, ждем. Ждал очень долго это обновление, и это полный PES. Это полный PES, так как он у меня не поддерживается. Опять же, ждем. В Play Market эта игра исчезла. То же самое. Можешь, подскажи, пожалуйста, есть ли новые турниры, есть что интересное в 22 части, онлайн или, может быть, с ИИ, какой-то чемпионат добавили, или будут опять новые турниры, как в предыдущей части. Максим, во-первых, в 22 часть Mobile я еще не играл, потому что машины времени у меня, к сожалению, нет. У меня точно так же игра не работает. Все, что у нас будет в 22 части, я на протяжении месяца, даже 1,5 месяца после выхода 22 части максимально показывал и рассказывал. Если ты сможешь сделать такое тяжелое действие, как на канале нажать «Открыть все видео», то ты там, я думаю, найдешь ответы на свои вопросы. Так, обнова вышла. Кто знает, что делать, если PS не запускается? Не запускать. У меня высокое качество, ставится 60 FPS, норм будет. Малышка из Пая, да? Малышка из Рая, да, простите. Мы еще не видели игру, поэтому, возможно, то, что у тебя сейчас выставляется высокое качество и 60 FPS, игра на них будет работать крайне лагово, так. Ты сейчас у меня спрашиваешь, нормально ли будет при самых максимальных настройках? Мне кажется, есть логичный ответ, и ты сама на него могла бы ответить. Я выставляю максимальные настройки в игре, нормально ли у меня будет? Да, будет нормально. Лучше, чем у всех остальных, которые не поставили высокое качество и 60 FPS. Как зайти в сервера закрытые? Подождать, пока они откроются. Я думаю, SSDD. Я думаю, я решил твой вопрос. Обидно, телефон не потянет. Да, к сожалению, в русскоязычном сегменте я смотрю, у людей крайне дешевые и крайне слабенькие телефоны. Очень у многих, поэтому я думаю, у многих будут проблемы реально с тем, чтобы PS тянуло. Так, я уже задолбался ждать четверг, чел. Я тоже. Почему в Play Market нет этой игры? Ответил я уже на это все. Все обновил, теперь жду. Отлично. Морша, почему у всех есть обнова, а у меня нет? Вроде бы телефон норм. Сейчас, секундочку, такой вопрос нужно, конечно же, решать по-другому. Здравствуйте, Konami. Мне пишет некий Олег Емельянов, да, вы знаете этого человека. Так вот, вопрос. А почему у всех есть обнова, а у Олега Емельянова нет обновы? Вы что, его не любите, а? Konami, отвечайте. Нет, отвечайте на нормальном языке, я не понимаю японский. И вы меня не понимаете, это ваши проблемы. Вы должны отвечать, почему у Олега Емельянова нет обновы. Не отвечают, к сожалению. Я пытался. Лайк за это мне нужно ставить. Олег, потому что я уже ответил, в принципе, выше. Подождите, будем с этим всем разбираться. Пока что игра еще даже не запущена, а у людей такое ощущение паника. Так, ошеломительный трейлер, судья где? В Konami судья. Твои гайды понадобятся. Не, обязательно все, да, по гайдам запишу, но главное мне самому с этим всем разобраться. А тут еще получится, нужно будет гайды писать под стандартное управление, да, с кнопками, под свайпы, еще и под джойстик.
чувствую, я реально охренею. Да, графон, конечно. Привет, как всегда, топ. Когда тебе обслуживание закончится, скажи, пожалуйста. Ну, не знаем мы пока еще. Konami убили игру, больше не буду играть в PES. Короче, до завтра песер я обновил. Ну, на это все, в принципе, я уже отвечал. Ладно, ребят, вот так вот пробежались мы по комментариям. Надеюсь, у вас вопросов нет. Надеюсь, я все темы затронул, которые сейчас у нас, по крайней мере, на слуху. Какие-то вопросы, если есть действительно по теме, на то, что я не отвечал, само собой пишите в комментариях. Вы знаете, комментарии я просматриваю, я стараюсь отвечать. Вот, ну и до завтра. До завтра. На Телеграм лучше подписаться. Если будут какие-то переносы, в общем, там я все это дело буду постить и держать вас в курсе. Ну и на этом прощаюсь. С вами был Морж, как всегда. Пока-пока.